В своем TikTok профиле я начала обучать плетению базовых узлов, и на YouTube хочу тоже поделиться этими короткими, но очень хорошими роликами. Всем привет! Хочу возобновить обучение базовым узлам по макраме. И первый узелок — это базовый квадратный узел. Для него нам потребуется 2 нити надеть лицевым креплением, как у меня показано. И сейчас я подробно расскажу вам, как он плетется на примере 4 нитей. Мы берем левую нить, самую крайнюю, складываем дугой, правую нить кладем поверх и за заднюю стенку выводим в дугу. Сейчас повторяем все с другой стороны. С правой стороны дуга, с левой стороны нить, заводим через заднюю стенку в дугу. Чтобы произвести соединение этих узлов, от первого узла возьмем 2 нити, от второго тоже 2 нити и повторим дугу слева сначала, потом дугу справа. И у нас получается такой язычок и перемычка слева. Левосторонний квадратный узел или двойной плоский левосторонний узел. Следующим нашим узелком будет узел с юбочкой. Делаем сначала базовый квадратный узелок, который мы уже умеем делать, но на расстоянии где-то 5 сантиметров от нашей палочки основы, от крепления. Далее делаем второй узелок на таком же расстоянии, можно чуть больше. Опять же, делаем квадратный базовый узелок и на таком же расстоянии делаем третий узелок. Все волшебство заключается в конце этого узелка, потому что мы держим 2 центральные нити, а подтягиваем все остальные узелки. И вот у нас получаются наши юбочки. 1, 2, 3. Квадратный узел с юбочками. Всем привет! И следующий наш узел базируется на том же квадратном базовом узле. Делаем все как при квадратном. Дуга слева, потом нить заводим в ту дугу под 2 нитями, дуга справа и опять заводим. Получился язычок и перемычка. А сейчас мы должны чередовать. То есть была дуга слева, потом справа, сейчас опять слева, потом опять справа, слева и так далее. То есть мы чередуем наши дуги, и у нас получаются, видите, уже аж 3-й квадратный узелок, который превращает все это в цепочку из квадратных узелков. Это тоже очень важный базовый элемент в макраме, который нужно научиться плести. Обязательно смотрите, чтобы перемычки были то слева, то справа, то слева, то справа. Это важно. Поэтому вот лево, право, лево, право. Приступаем к нашему следующему базовому и в то же время декоративному узелку, для которого сначала потребуется сплести цепочку из квадратных узелков. Этих узелков должно быть 6. Можно будет больше, либо меньше уже потом, когда вы научитесь его плести. Цепочка из квадратных узелков — это наш предыдущий урок, так что заходите, смотрите, учитесь плести, чтобы можно было сделать следующий узелок, который я сейчас показываю на видео. Вот у нас 6 узелков. Теперь я беру 2 центральные нити, завожу их в середину, и опять 2 боковыми делаю квадратный узелок, и у нас происходит с вами закрепление этого узелка, который носит название ягодка. Классный, да? Скажите, очень круто, жду ваши комментарии. Продолжаю показывать вам базовые узлы в макраме. Сегодня этот узел называется спираль. Мы делаем дугу с левой стороны, правой нитью заводим через 2 нити с задней стороны в эту дугу. И каждый раз мы делаем дугу слева, правую нить заводим в дугу. Потом опять делаем дугу слева. То есть если в базовом узле мы делаем дугу слева, а потом справа, то здесь мы всегда делаем дугу слева. И благодаря этому у нас закручивается наша спираль и превращается вот в такой классный узор, узелок, который можно еще назвать, например, цепочка ДНК. Продолжайте плести, и вы увидите, как она закручивается. Сегодня у нас с вами уже 6-й урок по узлам, и он называется переплетенный. Нити, которые у нас были по бокам, мы складываем их вовнутрь. Нити, которые в центре, у нас становятся боковыми, и из них мы плетем квадратный узелок. Складываем вовнутрь и боковыми нитями делаем дугу, потом нить заводим за 2 нитями сзади и повторяем все в другую сторону. В общем, делаем обычный квадратный базовый узелок, который я показывала вам на самом первом уроке. И вот так вот можно сделать паутинку, такую сетку, да, из переплетенных квадратных узелков. Выглядит очень классно. Узел еще можно называть как ажурный.
я использую его для плетения кашпо, либо где-либо в панно. Сегодня хочу показать вам узелок, который используется довольно редко, но имеет место быть в ваших изделиях. И называется он односторонний плоский узел. Мы делаем дугу слева, заводим нить правую под двумя нитями, и все. То есть мы делаем так же, как и мы начинаем квадратный узел, но не повторяем все с другой стороны. Получается довольно такое плотное изделие. Используют его в плетении ковров, я видела. Я плету таким узелком сумки, и получается, ну, прям плотненько так и очень интересно. Не всегда понятно, что это за узелок, и люди часто спрашивают, что это, как это плетется, а на самом деле это прям самая основа основ, то есть на базе квадратного того же самого узла. Мы с вами завершаем первый блок базовых узлов, и я вам хочу сейчас показать довольно такой декоративный узелок, который я называю волна. Плетется очень легко, им можно разбавить любое панно, которое вы плетете. То есть не делать прям полностью из этих узлов все панно, а добавить где-то в центре, ну то есть как промежуточный вариант. Это уже, наверное, для тех, кто сам придумывает изделие свое, да, фантазирует и не просто повторяет по мастер-классу какому-либо. Я думаю, что полезно знать и такие узелки. Посмотрите, как прикольно смотрится, как барашки какие-то на воде. Вот, первый блок у нас окончен. Завтра я выложу домашнее задание. Ну и самое важное для меня как мастера макраме — это задать вам домашнее задание по узлам, которое вы выполните. Поэтому создавайте дуэты и показывайте свои домашние задания. Вот домашнее задание номер 1. Попробуйте сплести вот такой узор с помощью тех же самых квадратных узлов. И второй узор будет выглядеть так. Попробуйте сплести 2 узора, а я буду ждать ваших дуэтов, ваших отметок и ваших домашних заданий. Всем удачи!